вчепилися руками, як ті банани, а? Негайно займіть свої стойла. Ой, місця в сесійній залі. Это Верховная Рада. Высший законодательный орган Украины. Именно здесь собран весь цвет нации. Вот они, наши Гавелы, Манделы, наши Ганди и Деголи. Каждый из них готов на все ради Украины. Я тебе знаешь, куда этот микрофон засунул? У каждого из них болить за Украину. У некоторых болить нестерпно. Поверьте, я это точно знаю. Что значит, кто это я? Это я, народный депутат Дмитрий Леонидович Гришко. Но я вас оставлю на полную. Коллеги, прекратите мордобой! Что вы делаете? Как не стыдно бить женщину? Ай-яй-яй. Вообще-то, у нас гендерное равенство. А если хочешь, могу и тебе врезать. Стоп! Вот приблизительно вот так заканчивается каждый рабочий день Верховной Рады. Это мой 4-й созыв, 16-я сессия, 43-й законопроект и, по всей видимости, 25-й ушиб мягких тканей. Секундочку. И я горжусь тем, что каждый мой вывих, каждый мой ушиб и каждая ссадина неразрывно связаны с историей парламентаризма нашей страны. Но мы забежали немножко вперед. Давайте обо всем по порядку. Доброе утро. Еще один рабочий день у доменной печи законотворчества. Все то, что происходит у вас там, начинается здесь. Ежедневно 450 человек обжигаются пламенными мечами с трибун. Здесь мозолятся руки голосованиями за себя и за того парня. Здесь выворачивается сознание депутатов и карманы избирателей. Здесь насилуется фантазия. Здесь закипают мозги. Здесь творится история. И, по мнению народа, мы уже многое натворили, вытягивая страну из экономической пропасти. Что? Ну, понятно. Многие из вас считают, что мы, депутаты, занимаемся только тем, что точим лясы. Это стереотип! Это стереотип, навязанный телевидением, журналистами и блогерами! Мы работаем на износ! Здравствуйте, Дмитрий Леонидович. Добрый день. Вот ваши документы на молокозавод. Работа депутата настолько вредна, что молоко дают заводами. Благодарю. Кузня демократии не прекращает работу 24 часа в сутки. Из-за такого напряженного графика многие расстаются с семьями. Здравствуйте, Григорий Михайлович. Здравствуйте. Как ваша супруга? Развожусь. Депутат Бойко теряет 4-ю семью. Каждая следующая жена моложе предыдущей на 10 лет, но ни одна не выдерживает такого напряженного графика. Сочувствую. Благодарю. Как у вас с 6 до 9 ни о чем не думать,
У нас не получается. Вы не представляете себе, как это тяжело. Садиться в холодный черный Мерседес, который тебе навязала система, ехать и смотреть, как за окном мимо тебя проносится жизнь. А может быть, мне просто хочется поболтать у мусорного бака с бомжами или потолкаться с льготниками на маршрутке. Нет, все эти радости жизни для нас недоступны. Убью, сгною, с землей сравняю, понял? Отсюда нервные стрессы, перенапряжение и бессонница. А именно там сейчас, за дверью, народные избранники разрывают друг друга на части ради вас. Вы должны это видеть. Итак, все уже в сборе. Тільки на вас чекаємо, Дмитро Леонідович. Давайте, сідайте. Сідайте, треба розпочинати. Шановні колеги, перш ніж розпочати засідання, треба вирішити одне важливе питання. Питання таке. Слухаємо уважно. Игорь Ефимович Дудкин, спикер по призванию, векслер по матери, кристально чистый человек. Во избежание грязных спекуляций даже свои золотые зубы переписал на маму. Отже, в цьому місяці заплановані закордонні відрядження. Хто має бажання поїхати? Добре. Тож давайте вирішимо, хто куди поїде. Отже, Зімбабве, Ефіопія, Буркіна-Фасо. О, депутатка Диня, солоденька моя, ви бажаєте поїхати в Буркіна-Фасо? Добре, я записую вас. Знакомьтесь, это Катенька, обладательница 4-го номера в списке и 3-го в блузке. Считает, что Верховная Рада – это шоу-бизнес, потому что попала сюда через постель. Так это не в Италии, это в Африке. Нет, не думайте, IQ у Катеньки очень высокий, но критически зависит от Wi-Fi. Так, продовжимо. Сполучені Штати Америки. Тільки поїздка буде за власний рахунок. Ні. Це переліт за власний рахунок, а всю решту оплачує приймаюча сторона. Тільки добові. $50. На всіх. Шановні тобто колеги, я вважаю, що $50 добових – це не просто ганьба. Це ганьба на постному маслі. Депутат Брыль. Ум, честность, скромность и интеллигентность – вот набор тех качеств, к которым много лет безуспешно стремится это быдло. Я это вслух сказал? Я имел в виду, что у него есть перспектива личностного роста. Непреодолимая перспектива. Пане спікер, дозвольте запитати. Так. А яка вага багажу дозволена? Кілограмів 100 можна? Просто хочу українській діаспорі подарунок передати. Який ще подарунок? Симоненка, скотиняку таку. Господин спикер, я больше не могу, сидя здесь, спокойно смотреть на то, что происходит в нашей стране. Поэтому я поеду в Америку. Правильно? Николай Юрьевич Хренов. Из оппозиции. В кругу близких людей просто оппозиционер Хренов. Микола Юрійович, ну ви мене дивуєте. Ну куди ви поїдете? Ви ж взагалі американців кличете піндосами. Правильно. И это еще один повод поехать туда и сказать им об этом прямо в глаза. Ви краще поїдьте в село Бурківка Талалаївського району і скажіть селянам в очі, як ви розпиляли їхні землі. Началось. Валерий Олегович, это популизм. Так, ніхто ні в яку попу не ліз. Це неправда. Я прошу вас, Микола Юрійович, я прошу вас, заспокойтеся. Я прошу вас, ну куди депутат Бриль, ну В сядьте. споре рождается истина. Я человек впечатлительный и присутствовать в переродах не хочу. Особенно на голодный желудок. Давайте лучше прогуляемся, я сейчас вам здесь все покажу. Вот именно здесь вершится настоящая политика. Ирина Сергеевна, добрый день. Это наша Ирина Сергеевна, мы называем ее просто «Черная вдова». Когда очередной депутат-самец попадает к ней во фракцию, она его просто сжирает. Вот и очередного съела. Теперь, видно, хочет запить. Уверяю вас, именно здесь, в буфете, было принято больше судьбоносных решений для страны, чем там, в зале, под бубонение спикера. Ходят слухи, что мы здесь шикуем, но это неправда. Не верьте, это ложь. Я трачу на обед в день 6 гривен. Здравствуйте, Дмитрий Леонидович. Здравствуйте, Светочка. Это Светочка. Дайте мне, пожалуйста, куриного бульона, что-нибудь попроще. Там, салат с устрицами, стейк из мраморной телятины. Телятина аргентинская. Конечно. И бутерброд с черной икрой. Нет, с красной. Нет, черная, красная, красная, черная.
Поставлю сегодня на черное. 3 бутерброда с черной икрой. С вас 5 гривен 50 копеек. Вот видите, сегодня даже в 5:50 уложился. Так, может, трюфелей на 50 копеек доберете? Таки 6. И сделайте телевизор погромче. Хорошо. Это наш канал «Рада». Если бы не буфет, его бы вообще никто не смотрел. И после этого вы все еще думаете, что быть депутатом легко? У каждой саги есть свой конец. И пока народ ждал пробуждения силы, пришел он, не знающий ни гнева, ни любви, ни стыда, ни совести. Сначала он захватил звезду смерти, потом Одессу и Киев. Мастер Йода, добросилу выбери ты. Мастер Йода, только я смогу остановить в Украине Дарта Вейдера. Прости, Господи. Во имя доллара по 30 рублей, а баррелем по 100 долларов и нескончаемого газа. Аминь. Женя, ну в чем дело? Ну ты же знаешь, что я в это время всегда неистово забочусь о нашей стране. Извините, Юрий Михайлович, но у нас ЧП. Через час отправлять сводку новостей об Украине. А как назло, плохих новостей нет. Что? Что значит нет? Ну вот, нет. Ну придумай что-нибудь, ну что ты как маленький. Ну почему мне вечно все приходится делать самому? Почему? Давай, что есть. Ну вот есть такое. Вчера в Киеве родились 15 мальчиков и 10 девочек. Жень, ну это же на поверхности. Пиши. Вчера ряды правого сектора пополнили 15 несовершеннолетних бойцов и 10 медсестер. А там поверят? Ну, про распятого мальчика поверили? Ты мне то же самое говорил. Оно вон как взлетело. Так, ну дальше что? 15 ноября, благодаря слаженным действиям мэра и его команды, в столице запущена система отопления. Ну вот. Ну, это вообще просто. Пишем. В результате преступной бездеятельности жидбоксера и его приспешников система отопления в Киеве безнадежно запущена. А уже 15 ноября. Круто. А это? Вчера днем Олег Ляшко посетил музей знаменитого уроженца Киева Михаила Булгакова. Ой, тоже напугали русского санкциями на закусь. Пиши. Вчера среди бела дня музей великого русского писателя Булгакова был поруган и осквернен. Написал? Дальше что? Ну вот, в столичном зоопарке от старости умер медведь. Вот, а ты говоришь, нет хороших новостей. Чуть-чуть усилим. Запиши так. Киевская хунта довела до самоубийства символ России. Записал? Юрий Михайлович, вы супер. Сейчас же отдам в набор и сразу к вам на подпись. Максимум, чтобы через час отправили. А то президент сегодня в Крыму. Надо успеть, чтобы засветло дошло. Ну, чтобы еще сегодня прочитать смог. Слушаюсь, будет исполнено. Все. Господи, прости нам грехи все наши тяжкие и прегрешения. Водочка наша великомученица, ой, какие муки переносила ты. Да прольется влага сия по всей периферии телесной. За лаврушечку, шейбушечку, путенюшечку с медведюшечкой. Шановні колеги, я прошу хвилиночку уваги. Ну, продовжуємо роботу. Слово надається генеральному прокурору Чпокіну Миколі Вікторовичу.
Мова йде про зняття недоторканності та арешт когось з наших колег. Обожаю этот момент, когда сердца депутатов бьются в такт с шагам прокурора. И он, зная об этом, замедляет ход, вгоняя всех присутствующих в состояние клинической смерти. В этот момент перед глазами депутатов пролетает вся жизнь. Особенно та ее часть, которая началась с момента принятия депутатской присяги и слов «теперь заживем». И в притихшем зале, как гильотина, зависает вопрос: кто? Какой актер? Какие паузы МХАТ отдыхает? Уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается представление. Слышали? Представление? На арест народного депутата Хабарчука Ивана Демидовича. Як? Не може бути. Чого це Хабарчука? Та я нічого не робив. Це якась помилка. Внимание! Оперативная съемка. Іван Демидович, як там по моєму вопросу насчет ліцензії? Шановний, що ви собі дозволяєте? Я державний службовець. Не штовхайте мене на посадовий злочин. Це ганьба. Ось! Чули? Ось так я відповідаю всім хабародавцям. Смотрим дальше. Иван Демидович, может, найдем какой-нибудь вариант? Ні, ні, ні і ще раз ні. Я вас понял? Нет, так нет. 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 Еще раз нет. Та чого ви на мене дивитесь? Хіба це доказ? На відео навіть немає мого обличчя. Це якийсь актор найнятий. Хотів би я побачити його репу. Смотрим дальше. Вот и репа. Гражданин Хабарчук, вы арестованы. Як так можна? Я ні в чому не винний. Мені ж треба сьогодні на день народження дядечка мого піти. Я предупреждаю, я еще вернусь. Видели? Блестяще. Не человек, скала. Между прочим, пережил 3 покушения сам на себя. Даже тут новые, громкие, уголовные дела. Священный долг народных избранников заботиться о нашей стране. Медицине, дорогах, образовании. Что? Вы спросите, почему наши дети учатся за границей? Это все ради вас, простых людей. Зачем вам эти пьяные дебоши, эти кокаиновые пати, эти гонки на кабриолетах с девочками? Пусть это будет заботой полиции Бельгии, Австрии, Италии. Из них нам быстро дули выбьют. А не выбьют, мы их отправим еще раз на закрепление эффекта. И они вернутся сюда принимать дела отцов. Вот и один из них, нагулявшихся. Игорек. Здрасте, Дмитрий Леонидович. Что ты здесь делаешь? Я потерялся. Потерялся? Да. Так идем, я отведу тебя к папе. Да? Да.
Знакомьтесь, это депутат Игорь Жуйвода, сын депутата Василия Жуйводы и внук депутата Петра Жуйводы. Мандат в династии Жуйводы передается по наследству от деда к отцу, от отца к сыну. Игорь, ты где шляешься, Ахламон? Первый день в Раде уже опаздываешь. Пап, извини, мы в сауне обмывали мой мандат с друзьями. Ты что, олух? Что? Ты депутат. Нужно говорить не с друзьями, а с электоратом. И не в сауне обмывали, а работали в поте лица. А ну, идем в мой кабинет, я тебя сейчас проинструктирую. Но кто, как не отец, научит сына всем депутатским премудростям? Как спа-салону выиграть тендер на ремонт дороги? Как продать государству лавочку по цене нефтевышки? И как выработать шестое чувство в пятой точке? Ты что, совсем тупой? Нет, ты правда в мать или ты придуриваешься? Или, может быть, ты хочешь, чтобы твой первый мандат стал еще и последним? Сори, папа, я не знал, что сюда нужно приходить к 12. Я бы еще пару часов поспал. Ты кем себя возомнил? Премьер-министром России? Бестолочь! А ну, сядь! Сядь! Сынок, папа не вечный. Мне еще столькому нужно тебя научить, а ты все спишь. Папа, я вот что подумал. А может, депутатство это и не мое? Типун тебе на язык! Ты что ты? Это семейный бизнес! Да. В смысле? Ты знаешь династии часовщиков Бригет? Картинных дел мастеров Брюловых, скрипичных мастеров Страдивари, ну знаешь? Да обижаешь, папа! Оксфорд как-никак. Так вот я хочу, чтобы у тебя, продолжателя династии Жуйвода, все это было. И часы, и картины, и скрипки. Ну вот, папа, вот так меня нужно и мотивировать. Хорошо, продолжай. Сегодня мы принимаем закон о декоммунизации. Это что? Ты дослушай до конца и не перебивай. И учти, сынок, если ты сегодня в зале накосячишь, я тебя лично троекратно мотивировать буду, понял? Да уж понял. Декоммунизация – это очень важная вещь. Это первостепенная задача для нашей страны. Конкретнее? Мы переименовываем улицу 26 бакинских комиссаров в улицу 2 украинских боксеров. Понял, я за. Ты что, идиот? Ладно, я против. Ты что? Ты что, бестолочь? Что? Ты дядю Колю помнишь? Крестный, конечно. Крестный. Это он дома крестный, а здесь он лидер нашей фракции. Так вот, следи за дядей Колей. Да, пап, я вот что подумал. Президент этот указ не подпишет. У президента свой дядя есть. Понятно. Кстати, об оппозиции. Если у Тимошенко коса заплетена по часовой стрелке, это значит, они будут голосовать за. А если против? Значит, против. Ладно, я понял. Значит, тут всем управляют несколько дядей и одна тетя. А мы тогда для чего? Остальные депутаты. А для чего человеку ногти? Чтобы стричь? Чтобы стричь. Вот. Все депутаты здесь для того, чтобы тупо стричь. Хорошо, еще один вопрос. А вот моя эта предвыборная кампания, я ее должен выполнять? Очень хороший вопрос, сынок. Очень хороший вопрос. Запомни, мы, народные депутаты, люди слова, а не дела. Так что ничего выполнять не нужно. Пошли. Да. Ты Бентли из ремонта забрал? Неужели вы подумали, что это банальный мордобой? Просто каждый из нас, чтобы отстоять свою принципиальную позицию и интересы избирателей, готов пожертвовать здоровьем и даже самым дорогим, что у нас есть. Вот, например, новенький костюм от Бриони. Мы не кровожадные дрочуны и не бездушные костоломы. Помните выражение «добро должно быть с кулаками»? Мы проводники этого добра, а некоторые из нас само его воплощение. Не верите? Смотрите сами. Знакомьтесь, депутат Савенко, доктор педагогических наук. Я доктор! Что случилось? Депутат Фартушный, пластический хирург. За карьеру врача вернул форму 120 сломанным носам, а за карьеру депутата сломал 16. Нет, уже 17. Шановні депутати, схаменіться! Ну що ви зачепилися руками, як ці банани, а? Прима, артист балета, талантище. Та сідайте вже на свої місця, займіть свої стойки!
Оцените этот батман. А теперь вернемся к тому, с чего начинали. Помните? Коллеги, прекратите мордобой! Что вы делаете? Как не стыдно бить женщину, а? Вообще-то, нас гендер не нравится. А если хочешь, могу и тебе врезать. Понравилось? Мы с вами еще увидимся, не сомневайтесь. Куда же вы от нас денетесь? А сейчас извините. Мне пора терять сознание.